Это телеканал «Питание, здоровье и домашнее похудение». Меня зовут Юнова Натали. Я рада приветствовать вас на своем канале. Мы с вами продолжаем тему лечебного питания, и сегодня у нас в программе диетический стол номер 6 по Певзнеру. Мы с вами разберем, для кого предназначена данная диета, каким пациентам она назначается, при каких заболеваниях. Также мы с вами разберем таблицу продуктов при этой диете, какие продукты разрешены, а какие запрещены. И разберем режим питания, как правильно питаться при этих заболеваниях. Шестая диета – это лечебное питание, целью которого является снижение образования мочевой кислоты в организме путем ограничения животных белков, жиров и соли, а также активное выведение уже имеющейся кислоты из организма. Мочевая кислота – это химическое соединение, которое образовывается в организме в процессе переваривания продуктов с высоким содержанием пуринов и выводится выделительной системой, почками, с мочой. Шестую диету назначают при необходимости сократить употребление животных белков и жиров при таких заболеваниях, как подагра и подагрическая нефропатия, идиопатическая симптоматическая гиперурикемия – это повышение мочевой кислоты в крови, мочекаменная болезнь при уратурии и оксалурии. При этом следует знать, что шестую диету не назначают при острой и хронической почечной недостаточности, а именно при нефропатии с признаками почечной недостаточности и при гиперурикемии на фоне хронической почечной недостаточности. А теперь мы с вами рассмотрим основные правила диеты шестого стола. Диета стол 6 является полноценным питанием с нормальной энергетической ценностью примерно 2500-2800 килокалорий, которого можно придерживаться длительное время. Если хотите рассчитать свой суточный калораж точно, смотрите подсказку. При этом в процессе составления меню следует придерживаться рекомендаций по суточному химическому составу питания. Суточная норма белков в рационе у вас должна быть не более 70-80 грамм. Жиры суточная норма – это 80-90 грамм. Углеводы максимальная суточная норма – это 400 грамм. Также очень важно следить за количеством сахара, не более 80 грамм в сутки, включая приготовленные продукты, и соли, не более 10 грамм. Диетическое питание стол 6 должны включать в себя следующие витамины и микроминералы. Что касается витаминов, это ретинол и бета-каротин, аскорбиновая и никотиновые кислоты, тиамин и рибофлавин. Что касается микроминералов, это натрий, магний, железо, калий, кальций, фосфор. В сутки нужно выпивать до 3 литров жидкости, включая супы, компоты и так далее. Большой объем питья способствует активной работе почек и выведению мочевой кислоты с мочой. Также с этой целью можно употреблять свежие фрукты и овощи с диуретическими свойствами, например, такие как яблоки, груши, арбузы, сливы и огурцы. Для того, чтобы добиться облегчения симптомов при подагре, необходимо не только изменить рацион, но и придерживаться правил приема пищи диеты номер 6, а именно питаться при этой диете необходимо от 4 до 6 раз в день примерно равными порциями. Необходимо пить щелочную минеральную воду, соки, компоты, а норма чистой воды в день 30 мл на 1 кг веса. При ожирении следует сократить количество хлебобулочных изделий в рационе до минимума. Вообще норма хлеба в сутки это 100-120 грамм. Больным подагрой запрещено голодать, поскольку при голодании увеличивается количество мочевой кислоты в крови, что ведет к усугублению симптомов подагры. Мясо и рыбу готовят только одним способом – отваривают в большом количестве воды, так как 50% пуриновых соединений из мясных и рыбных продуктов переходит в бульон. А теперь мы с вами более подробно рассмотрим таблицу продуктов при шестой диете, какие продукты можно, а какие нельзя. Мучные изделия. Что можно кушать? Это хлеб из пшеничной и ржаной муки. Что нельзя кушать? Это выпечка из сдобного и слоеного теста. Группа продуктов – мясо, мясо птицы и мясные изделия. При этой диете разрешены нежирные сорта в вареном или запеченном виде 2-3 раза в неделю, например, кролик, телятина, индейка. Под запретом жирные сорта мяса и птицы – это свинина, баранина, гусь, утка и также под запретом сало.
Также под запретом при шестой диете абсолютно любые субпродукты: мозги, легкая, печень, желудок, язык и так далее. Под запретом абсолютно любые мясные консервы, включая паштеты и каши с мясом. Под запретом копченое мясо, жареное мясо, даже если это мясо на гриле, любые соленья, а также запрещены мясные и рыбные бульоны. Категорически запрещены при подагре абсолютно любые виды колбас, сосисок и сарделек. Теперь мы разберем рыбу. Разрешается нежирная рыба в отварном виде 2-3 раза в неделю, не больше. Ну и естественно под запретом жирные сорта рыбы, это такие как семга, горбуша, кита, тунец, белуга, осетр и так далее. При шестой диете запрещена соленая и слабосоленая рыба, а также под запретом рыба холодного горячего копчения, любые консервы рыбные и рыбная икра. Теперь рассматриваем жиры при шестой диете. Разрешается сливочное масло, топленое и любые растительные. Под запретом говяжий, бараний и свиной жиры, сало, маргарин, всевозможные кулинарные жиры и спреды. Яйца разрешены в любом виде, но не более одного яйца в день. Молочные продукты. При шестой диете вы можете в неограниченном количестве пить молоко, кушать творог, сметану, йогурт и кефир. Под запретом единственное, что это жирные и соленые сорта сыра, а также кислый творог. Крупы на шестой диете не ограничиваются, под запретом только бобовые. Первые блюда и супы. При подагре разрешены супы только на овощных бульонах, а также молочные. Под запретом мясной, рыбный и грибной бульон, а также запрещены супы со щавелем, с горохом и бобовые супы. Что касается овощей, то при этой диете разрешены фактически все овощи, как в сыром, так и в приготовленном виде. Под запретом лишь грибы, включая соленые, маринованные и свежие, а также щавель, ревень, шпинат, цветная капуста. Ягоды и фрукты разрешены при этой диете фактически все сорта, включая цитрусовые. Под запретом только инжир и малина. По поводу десертов, при шестой диете разрешаются варенье, джемы, пастила, мармелад, меренги, молочный кисель. Под запретом только лишь шоколад. Что касается напитков, то при шестой диете разрешены фруктово-ягодные кисели, компоты, соки, квас, некрепкий чай, некрепкий кофе, щелочные минеральные воды. Под запретом крепкий черный чай, крепкий кофе, какао и алкогольные напитки. Итак, дорогие мои зрители, давайте подведем итоги. При диете стол номер 6 недостаток белка восполняют большим количеством молочных продуктов – творог, сметана, йогурт и так далее, которые употребляют как в сыром, так и в виде запеканок, ленивых вареников и киселей. Исключение животных жиров из питания шестого стола ускоряет выведение мочевой кислоты из организма при подагре. При составлении меню в шестой диете учитывается суточная потребность белка в жирах и углеводах. Для этого в рацион вводят повышенное количество нежирных молочных продуктов, растительные жиры и крупы. Это был телеканал «Питание, здоровье и домашнее похудение». С вами, как всегда, была Юнова Наталья. Если понравилась передача, оцените работу и поставьте лайк. И не забудьте подписаться на мой канал для того, чтобы не пропускать диетические рецепты, новые новости про похудение и про здоровье. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.